Вдова министра. Автор Акжана. Источник сайт Фостор.ру. Вдову министра Гюльнару после похорон мужа ночью пытались ограбить квартирные воры. Однако домашние подняли тревогу, и воры убежали. После этого случая вдова начала сильно опасаться, что грабители нагрянут снова. Когда старший сын уехал в лагерь на 10 дней, она попросила меня ночевать у нее. Во время одной из ночевок меня напугала какая-то сущность, возможно, домовой. В 1978 году я, абитуриенткой в Алма-Ате, жила у своей тети Асии. Может, кто читал на сайте мой рассказ «Тетя Асия». В тот период со мной произошел один случай. У моей тетки ходила в подругах женщина по имени Гюльнара, о которой, собственно, и пойдет речь. Расскажу немного о ней. В те годы Гюльнара работала провизором в одной из столичных аптек. На вид типичный ботаник, скромница в очках, небольшого роста, ни с кем не дружила, и моя тетя была, кажется, единственной ее подругой. Эта Гюльнара успела похоронить мужа, и одна поднимала 2 малолетних сыновей. Старший школьник, младшему около 2-3 лет. Жили они недалеко от выставки в микрорайоне Коктем, по соседству с домом, где жили мои родственники. Покойный муж Гюльнары при жизни работал министром рыбного хозяйства Казахстана. Умер скоропостижно, прямо на службе. Хоронили усопшего с почестями. Присутствовала вся правительственная элита. Соответственно, были сделаны денежные пожертвования от соболезнующих, и в итоге накопилась огромная по тем временам сумма – около 7 тысяч рублей. На такие деньги тогда можно было купить в Алма-Ате приличный дом и мебель в придачу. Деньги были на время припрятаны в кухне на антресолях. В 80-х годах в ходу были квартирные кражи. Из домов тырили не только деньги и золото, но и ковры, технику, шубу, в общем, все, что являлось ценным в эпоху тотального дефицита. Сразу после похорон, может, кто из близких сболтнул про деньги или специально стрелки навели, но накануне 7-дневных поминок в квартиру вдовы на 2-й этаж ночью через открытое окно каким-то образом пробрался вор. Кто-то из домашних, заподозрив неладное, поднял тревогу. Застуканный воришка, так и не успев обшарить углы, быстро ретировался. Пока все, продрав заспанные глаза, галдели и визжали со страху, грабителя и след простыл. Деньги на 2-й же день от греха подальше положили на сберкнижку. Гюльнара инцидент с ворами восприняла до неприличия эмоционально, нежели смерть мужа, и даже, кажется, пару раз лишалась чувств, чего не наблюдалось на похоронах. Собственно, комментарий тети Аси. Впоследствии, возможно, от пережитого стресса, вдовушка стала панически опасаться квартирных воров. Входную дверь женщина забронировала и укрепила всевозможными замками и цепями. Детей выдрессировала так, что те без матери не открывали дверь никому. Даже нам, почти родственникам. Хоть караул кричи и лбом бейся об дверь. Соседи и знакомые, конечно, посмеивались, но относились с пониманием. После моего приезда к тете Асии где-то через неделю прибегает эта самая Гюльнара и сообщает, что она старшего сына отправляет на отдых в горный лагерь на 10 дней, и нужно, чтобы я все это время ночевала у них. Видимо, женщина опасалась, что опять воры нагрянут. И именно ночью. Хотя ума не приложу, какой из меня охранник. Меня все дружно уговорили и вечером после 10 проводили и передали в руки довольной Гюльнары. Хозяйка сразу провела со мной инструктаж. Просила сохранять бдительность, окна не открывать, шторы не раздвигать, к дверям, кто бы ни звонил, не подходить и так далее. В придачу спать я должна была с ними, на большой двуспальной кровати, то есть Гюльнара с одного края, посередине ее сынок, и с другого края я. Вдова, как и все маньячки, оказалась со странностями, и на мое желание лечь отдельно, благо есть куда, никак не отреагировала. Суетливо бегала, застилая кровать, попутно расхваливая постельное белье, которое покойный муж привез из Индии. Ребенок к моему ужасу той же ночью описался на всю кровать, и я проснулась среди ночи в мокрой ночнушке и на влажных индийских простынях.
Вдова после такого казуса, испугавшись, что я сбегу домой среди ночи, долго извинялась. Предложила мне принять душ и перебраться в гостиную, где я и спала на диване все дни. Прошло пару дней. Я продолжала исправно ходить к Гюльнаре, и все было в принципе неплохо, пока однажды днем из окна квартиры своих родственников не увидела, как двое рабочих притащили длинную лестницу. Потом они что-то там замазали на стене противоположной пятиэтажки, где, кстати, живет наша вдова, и положили лестницу прямо под ее окнами, а сами ушли на обед. Или, может, совсем ушли, так как лестница осталась лежать. Не знаю, какой бес меня дернул, но, зная, что вдова панически боится воров, сдуру рассказала о странной лестнице тете Асе. Моя тетка, тоже слегка сдвинутая на теме квартирных краж, тут же стала названивать подруге и предупредила, что воры не дремлют, даже лестницу приволокли. Ясно, что будут грабить. И, возможно, ночью, как в прошлый раз. Все приехали, процесс пошел. Вечером вдова стала готовиться. Чтобы быть во всеоружии, мне предложили выбрать один из кухонных ножей и молоток. Так, на всякий случай, для самозащиты. Будет чем воров встретить. Вероятно, если нагрянут воры, то я должна была изловчиться и пырнуть кого-нибудь из них ножиком в живот или тюкнуть молотком по темечку. Потом благополучно сесть в тюрьму. Еще мы с ней вытащили всю посуду из буфета и разложили на подоконниках и перед балконными дверьми. Это на случай, если вор проникнет в квартиру, то посуда загремит. Мы проснемся и обезвредим их. Маразм, конечно, был полный, но я под причитание Гюльнары почти уверовала, что воры придут, и это неизбежно. Итак, сделав нужные приготовления и включив в прихожей свет, мы повздыхали и разбежались по своим комнатам. Время было уже далеко за полночь, когда, убрав учебники, я легла спать. Через некоторое время вдруг слышу, как открылась дверь моей комнаты, и даже свет из прихожей на миг мелькнул по стене, и кто-то быстро прошлепал босыми ногами в мою сторону. Потом что-то маленькое размером с детскую куклу ложится рядом и прижимается маленьким тельцем к моей спине. Тут всю меня сковало так, что невозможно стало даже дышать. Хочу встать, но чувствую, что не могу пошевелиться. Руки и ноги ватные. Воздух вокруг звенит, и ощущение, будто проваливаюсь в глубокий колодец. Внезапно внутренним зрением увидела очертания пришельца. Тщедушное существо с маленькой лысой головой без лица. Тело гладкое и маленькое, тонкие конечности непропорционально длинные. Весь он темно-зеленого цвета, влажный и липкий. От омерзения стало дурно. Как ни пыталась сбросить его, у меня не получалось. Наоборот, я слабела, а эта тварь как бы набухала и становилась объемнее, будто пиявка. Казалось, если сейчас, сию минуту, его не сброшу, то уже никогда не встану. Наконец, помянув Всевышнего, я все-таки немножко ожила. И тут это существо само неожиданно, звучно, как мокрый куль, шлепнулось на пол и затихло. Потом, как мне показалось, уползло в сторону балкона. Я окончательно пришла в себя. Лежала и повторяла все молитвы, которым в детстве научила бабушка. И только когда голова стала ясной, вскочила и чуть ли не бегом кинулась в сторону прихожей, где должен гореть светильник. Резко распахнула дверь гостиной и чуть сердца не лишилась. Передо мной стоял человек, скорее всего вор, небольшого роста, почти карлик. На голове ярко-красная косынка, повязанная по-мужски высоко на затылке, одет в штаны и футболку. Я от страха заверещала на всю квартиру. Удивительно, ну и вор тонко завопил, схватился за сердце и, замычав что-то, начал сползать на пол. Присмотревшись повнимательнее к стонущему карлику, к своему ужасу узнала Гюльнару. Правда, с землистым лицом, узкими глазками, страшную, как смерть, и без очков. В спальне проснулся и дико орал ребенок. Тут на меня, прости господи, не кстати напал какой-то дурацкий смех, может, нервная, но я не могла остановиться и истерично хохотала, как ненормальная. Наконец, кое-как успокоившись, помогла Гюльнаре встать
и все еще неприлично хихикая повела ее на кухню отпаивать валерьянкой. Женщина пришла в себя. Рассказала, что после душа накрутила на волосы бигуди, нацепила косынку и легла. Перед этим слышала, как я укладывалась спать. Через некоторое время ей показалось, что в доме все крепко уснули. Однако у нее сна не было. Мысль о ворах не давала покоя, и она решила бдить. Где-то за полночь стала проверить еще раз двери и окна. Вышла в прихожую, и тут выбегаю я. Решив, что воры все-таки пробрались в квартиру, Гюльнара со страху упала на пол. Разобравшись во всем, мы в ту ночь так и не легли, и до утра просидели на кухне. Пришлось извиниться и признаться, что лестницу на самом деле принесли строители. А дальше с моей подачи все и замутилось. Да и тетя Ася масло в огонь подлила. Вот так закончилась история с лестницей. Хотела было рассказать о ночном пришельце вдове, но та и так была на взводе. Рассказала все тете Асе. Та за лестницу отругала. А про пришельца сказала, что, наверное, домовой меня напугал за мои глупости. Последующие дни, пока не приехал старший сын Гюльнары, я исправно ходила ночевать к ней. И больше никто меня не беспокоил. Думаю, что это был не домовой. Может, сущность какая. Ведь вдова все-таки была со странностями и вечно жила в страхе. Счет 4-0 в сухую. Автор Алекс Февраль. Произошло это со мной зимой 2013 года. Пришла вечером с работы, очень уставшая. По телевизору показывали хоккей. Мой муж иногда смотрит, но не особо часто, так как является поклонником футбола. Чувствовала себя разбитой и даже несмотря на то, что надо было заняться домашними делами, решила прилечь на часок. Мужа попросила меня разбудить. Прилегла на кровать, даже не раздеваясь, и сразу отключилась. Слышу громкий мужской голос. 4-0, в сухую. И мигом просыпаюсь. Даже немного испугалась от этого голоса. Сразу понимаю, что этот счет относится к хоккейному счету. Спросила у мужа, кто сейчас играл. Он сказал, что женская сборная. Спросила его, будет ли кто играть завтра из наших. Он сказал, что будут играть мужчины. Не помню, то ли сборная, то ли клубы. Но я ему и рассказала, что мне приснилось. Он, конечно, улыбнулся и сказал, что приснилось, потому что по телевизору шел хоккей. В общем, забыла я про это и вспомнила на следующий день. Сижу на работе и думаю, а вдруг и правда выиграют с таким счетом. Залезла на какой-то сайт. Но матч должен был начаться только через пару часов. Хотела даже ставку поставить. Да только не разобралась, как это делать. Ну и плюнула на все это. Мало ли что присниться может. Еду вечером на автобусе домой. Звонит муж и возбужденно говорит. «Ты была права. Счет 4-0. В сухую». Потом долго рассказывал, как он решил принципиально посмотреть этот матч. Как нервничал, когда счет был 3-0, за 5 минут до конца. И как он обалдел, когда забили последнюю шайбу. До этого тоже один раз слышала голос во сне, который сказал мне «Помоги церкви». Думала, может, все же сходить в церковь, но пошла только после того, как пару раз со мной случился сонный паралич. Или уж не знаю, что это было. Если будет интересно, напишу о тех событиях. Водяной в колодце. Автор Эвилс. Источник сайт Фостору.ру. Послала меня бабушка как-то раз на колодец за водой. Не помню, сколько лет мне было. Но тогда я воду уже в 2 полных ведрах приносила. Тот колодец, что ближе всех, оказался без воды. Другой, что подальше, был в стадии очистки. Вычерпывали владельцы ил со дна. Идти пришлось в самую даль. 3-й колодец был сломан, кто-то журавль пополам переломил. Или тот сам от старости сломался. А 4-й колодец находился в березняке. К нему вела скользкая тропинка, сложенная из камней. По камням протекал быстрый и холодный ручей. Шла я с коромыслом и 2 ведрами. Не хотелось мне идти по мокроте.
Ручей заливал камни, и было холодно, но пошла. Вода же нужна, а больше взять было негде. Тот колодец был старше всех предыдущих, но вода, на удивление, была всегда очень чистой, прозрачной и холодной, даже сладковатой на вкус. Там тоже была система добычи воды «Журавль». Это на вертикальной палке крепилась горизонтальная. Сзади был привязан камень для противовеса, а на передней части этого чуда техники висело большое ведро на цепи. Подпрыгнула я и достала ведро. И нет, чтобы сразу воду из колодца набрать. Я стала вглядываться в свое отражение в колодезной воде. Смотрела минут около 2. И вдруг мое отражение показалось мне настолько противным, будто я вредно и криво так ухмыляюсь. Я не удержалась и плюнула в колодец. Ой, бабушка говорила же мне: не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Это у нее привычка была так говорить, когда я за водой собиралась. Да ну ерунда, подумала я, воды-то много, что с маленького плевка будет. Набрала я воды, пришла домой, даже не споткнулась нигде. Поставила ведра перед бабушкой в доме и, довольная собой, жду похвалы. А бабушка-то моя стоит и смеется. Да так заразительно. Я тоже засмеялась. А бабушка моя Нина и говорит, протирая слезы, выступившие от смеха: «Ты водицу-то принесла из колодца или из болотца? А ну-ка взгляни». Я глядь, а вместо чистейшей колодезной воды, которая была в ведрах, жижа такая жуткая, зеленовато-коричневая, и ряска по ней плавает. «Вот дуреха, плюнула все-таки в колодец», — сказала бабушка. А я так удивилась, что даже не заплакала. Стояла и ошалела смотрела на жижу в ведрах. Бабушка порылась в своих вещах, досталось что-то. Я спросила, мол, что это? А бабуля моя отвечает: «Не твоего ума дело, много будешь знать, скоро состаришься». Она так и говорила: «Не твоего». Ведра она понесла куда-то, а я спросила: «Куда ты ведра понесла?» А она отвечает: «Куда-куда, на Кудыкину гору». Долго она где-то ходила. Вернулась она домой с коромыслом, на котором покачивались ведра, полные чистой, прозрачной и сладкой воды. Вода эта пахла соснами, хотя никаких сосен в округе и не было. Договорилась, значит, с водяным-то. Эх, не зря говорят: не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Икона. Автор Ган. Я хочу вам рассказать немного о войне и о тех чудесах, которые на ней случаются. Каждый из нас знает, что такое Дебальцевский котел, и о тех жертвах, которые понесли там солдаты. Но я не буду рассуждать, кто плохой, а кто хороший. Не стану вешать ярлыки, ведь история не политическая, она о Боге, о нас. Забавно. Сейчас я этого парня могу смело назвать своим другом. А еще не так давно он был для меня заклятый враг, плебей хунты и так далее. Одним словом, укроп. Но сегодня он просто Миша. Миша Воробейко. Да, фамилия у него классная. Жалко, что судьба не такая красивая. Воевал младший сержант Воробейко в составе ВСУ, аэромобильной бригады. Простите, номер части и прочие документы не скажу. Сами понимаете. И попал он не куда-нибудь, а в самый что ни на есть Дебальцевский котел. Как мы с ним познакомились? А очень просто. После того, как там пошли бои. Миша один из немногих, кто там выжил. Получил он, конечно, осколочное, но его жизни ничто не угрожало. Так, контузия и пара царапин в мягких тканях. И вот что мне Миша Воробейко рассказал. Ну, попал в войска, как и все. В общем, выбора у нас не было. Либо когти рвать, либо в эшелон, либо в тюрьму. А куда мне рвать? Отец мне сразу сказал: «Сдрейфишь, домой не приходи». Мама отцу никогда не перечила. Конечно, плакала. Да и я тоже. А что ты так смотришь? Я молодой, я жить хотел. А тут война, да еще с кем? С Россией, с Путиным. У того вон армия какая, думал я. По Крыму все видно было, сколько там наших было. 1040-50,
А он и в частях закрыл, и оружие отобрал. В общем, страшно мне стало. Но бежать? Бегать по Украине не вариант. Поймают, посадят. Бежать в ту же Россию тоже не вариант. Для своих считай, что умер. Поехал я в войска. Мама с отцом проводили. Опять поплакали. И мама мне в мешок с вещами иконку сунула. Вот эту. Воробейка достал икону с ладонь. Она была выцветшая, но образ на ней был хорошо различим. Ну вот так и попал в войска. А там неделю учебки и на фронт. Заняли мы Дебальцево. Офицеры у нас вечно пьяные были. Разведки никакой. Сначала вроде и не понимали, что нас окружили, пока не стали по окраинам позиции со всех сторон фигачить. Вот тут-то мы и все. Офицеры там как-то договорились с вашими, и большинство сбежало. Осталось всего 2 офицера. Хорошие мужики, идейные. Так же, как и мы, дураки. Верили, что с русскими воюют. Хотя, конечно, уже всем все было понятно. Мы думали договориться с донецкими, но они нам сказали, что не выпустят нас на технике, и оставить можно только личное оружие. Конечно, мы вам не поверили, но и снабжения у нас уже не было. А тут некоторые дураки решили идти в прорыв, даже и не зная, что ими двигало – страх или глупость, или то и другое. И тут начался обстрел. Мы укрылись в окопах и блиндажах, но все вокруг рвалось безумно. На моих глазах ребят разрывало в мясо. И ты не поверишь, я стал молиться. Схватил ту иконку, прижал к груди, и все, что помнил, все, что знал, говорил. И вот рвутся снаряды, я лежу в окопе и молюсь. И слышу голос, вот прям в голове: «Беги, беги, беги!» Ну, я рванул с места и бежать. И прям за мной, на том месте, где я лежал, прямо 2 снаряда рванули. Меня землей засыпало, и я упал. А голос в голове все громче кричит, чтобы я бежал. Я иконку так в руках сжал, что аж до крови. Я кое-как встал, самого шатает, ноги уже не слушаются. Но я нашел в себе силы и забежал за поворот окопа. И опять меня землей сыплет. Опять в то место снаряд лег. Я в полуразрушенный блиндаж забежал, а там уже месиво. Ребята, кто 200-й, кто 300-й, много. А потом обстрел стих, только осколок в попу и словил. Да, это чудо, но кульминация самой истории не в этом. Когда он закончил, я его спросил: «Мишка, а ты на каком языке молился-то?» И не поняв сначала подвоха, он мне на автомате ответил: «На русском, конечно».